Итак, дорогие друзья, чистки, я надеюсь, вы выписали себе. Начнем. Первое у нас. Не будем терять времени, потому что у нас много работ. Значит, чистка на языке духов – это новая чистка. Поэтому переживать нечего. Это новое мы сегодня первый раз с вами проведем. И второй момент. Насчет камня меня задолбали все. Зимой, если нет проруби, если нету, значит, везде лед и закопать негде, потому что если есть водное пространство, туда кидаем. Если нет водного пространства, закапываем. Если зимой нет ни того, ни третьего, ни пятого, оставляем возле дерева. Но только зимнее время, когда мерзлая земля и мерзлая вода. Остальное время не принимается. Остальное время, если у вас земля и вода, опять начинается. Вы русский язык понимаешь? Твоя, моя, понимаешь, нет? Я же сказала русским языком, если есть водное пространство, кидаем. Если нету, закапываем. Если ни того, ни этого нету, оставляем возле дерева. С откупом. Ну как еще? Туркестан? Давайте, как там по-турецки будет? Переведите кто-нибудь, напишите, чтобы народ понял. А то я так смотрю, у нас больше турков, чем русских, поэтому нужно по-турецки учиться мне последнее время. Это у нас учительница любила, Ольга Ивановна. Ну что, Туркестан? Не понимает Туркестан, что я говорю? Да что такое? Ну, ёкаламане. Так, первый у нас проводим соляной стол. Как я уже вам сказала, лучше морская соль, потому что она крупная и такая добротная, знаете ли. Но можно и обычную соль. Соли нужно много. Здесь две разновидности соли, черная соль и такое. Это я так делаю. Желательно, если это черный воск, потому что черный воск имеет особую силу. Дальше. Значит, подготовились. Все готовы, господа? Если все готовы, давайте уже начнем. Так, я сейчас включу сама, потому что мне нужно за чатом следить. Это ритуал соляной столб. Как относить, как откупиться и так далее, я думаю, что вы знаете. Нужен отрез черной ткани, свеча в емкости, причем такая емкость, которую вы потом использовать не сможете. Это надо выкинуть все вместе, в черной материи завязать. Это очень хорошо очищает и обновляет состояние человека. Если вы готовы, зажигаем свечу и начинаем читать определенное количество раз. Но здесь мы почитаем, наверное, 3 раза. Ну вот замечательно, что делали такую чистку, еще раз делаете, значит. Да, или вещь, или старую вещь. Если некоторые вещи я не учту, ничего страшного. Это не значит, что надо по-новому делать. Это значит, что я просто рассеянная, уставшая, и не все запоминаю сама. Добрый. Я надеюсь, у вас получается присоединиться. Если нет, сделайте в записи. В записи тоже можно, но в записи просто это обычно будет чистка под моим руководством. Запись не будет такой силы иметь, как вместе с вами. Ну, естественно, она сама по себе тоже очень сильная чистка, соляной столб. Все, начинаем. Итак, все подготовились. Текст у вас перед глазами. Просто вместе повторяем. Не говорим там побыстрее, помедленнее, потому что смысла в этом не вижу. Если у нас у всех есть... Да, ну очень сильная чистка. Если у нас у всех есть... Иди сюда, пусть не мешает, то я сейчас разозлюсь.
текст, то вам просто нужно сосредоточиться вместе со всеми нами повторять. Больше ничего. Начнем. Желательно во время чисток снимать украшения. Ну, обручальные можно оставить, остальное желательно снимать. Итак, начали. Плачь солеными слезами, мой завистник. Кто на меня порчу наслал, зло пожелал, черные силы ко мне направлял. Кто сотворил порчу мне в сосуде или в сыром мясе, или на погостной земле, перейди на соль. Что читали на меня в полнолуние, или при убыльной луне, днем или ночью, поздней ночью, на закате или на восходе, перейди на соль. Что начитали, что заклинали печатью черной, что отдали восточному огню, чары и заклятия, черные проклятия, перейди на соль. Кто тайный наговор творил на мою голову, что кинули мне вслед колдовство, что сотворили на имя мое, на мой след, на мою тень, перейди на соль. Очищайтесь, моя душа и тело, от всякого зла, от черного дела. Свечой сгори, на соль перейди, черная метка, черная порча, от меня уйди. Навек пропади, очисти мою судьбу. Через слезы воска и силой соляного кристалла, если было на мне порча, то ее не стало. Навеки сгинула, сгорела, меня оставила. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Кстати, свои алтари можете сфотографировать, как-нибудь отправить. Мы можем потом выставить чистки. Еще раз. Сосредоточились. Сейчас будет такое тепло по голове идти, потому что слова очень сильные. И кроме того, столько народу призывает эти силы. Естественно, она 1000 раз сильнее срабатывает. Начнем. Плачь солеными слезами, мой завистник. Кто на меня порчу наслал, зло пожелал. Черные силы ко мне направлял. Кто сотворил порчу мне в сосуде, или в сыром мясе, или на погостной земле, перейди на соль. Что читали на меня в полнолуние, или при убыльной луне, днем или поздней ночью, на закате или на восходе, перейди на соль. Что начитали, что закликали печатью черной, что отдали восточному огню, чары и заклятия, черные проклятия, перейди на соль. Кто тайный наговор творил на мою голову, что кинули мне вслед колдовство, что сотворили на имя мое, на мой след, на мою тень, перейди на соль. Очищайся, моя душа и тело, от всякого зла, от черного дела. Свечой сгори, на соль перейди, черная метка, черная порча, от меня уйди, навек пропади, очисти мою судьбу. Через слезы воска и силой соляного кристалла, если была на мне порча, то ее не стало.
Навеки сгинула, сгорела, меня оставила. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Прочитаем еще раз. Здесь 3 раза вполне достаточно. Потом отложите, пускай она догорит, и после вынесите в течение следующего дня. Продолжаем. Голову может сжимать в тиски, но потерпите. После окончания чистки это все сразу отпустит. Плачь солеными слезами, мой завистник. Кто на меня порчу наслал, зло пожелал, черные силы ко мне направлял. Кто сотворил порчу мне в сосуде, или в сыром мясе, или на погостной земле, перейди на соль. Что читали на меня в полнолуние или при убыльной луне, днем или поздней ночью, на закате или на восходе, перейди на соль. Что начитали, что закликали печатью черной, что отдали восточному огню, чары и заклятия, черные проклятия, перейди на соль. Кто тайный наговор творил на мою голову, что кинули мне вслед колдовство, что сотворили на имя мое, на мой след, на мою тень, перейди на соль. Очищайтесь, моя душа и тело, от всякого зла, от черного дела. Свечою сгори, на соль перейди, черная метка, черная порча от меня уйди, навек пропади. Очисти мою судьбу. Через слезы воска силою соляного кристалла, если была на мне порча, то ее не стало. Навеки сгинула, сгорела, меня оставила. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Теперь вот так глубоко прям вздохните, и будет ощущение, как горит вот где солнечное сплетение или давка, тяжесть. Постепенно это уйдет. Вот сколько будет свеча гореть, пока догорит до соли, она будет иногда выступать такой вот, то холод, то жар кинет, но постепенно это уйдет. Да, тяжесть бывает, потому что это сильная чистка, тяжелая чистка, но зато легче становится потом. Отложите это, вот куда-нибудь поставьте вот так вот рядом, чтобы безопасное место. Когда уже дойдет туда, догорит до соли, все, это в черную материю и соткупом оставить возле дерева с 3 монетами. Ну, я попрошу Яна потом после чистки все эти кинет туда тексты, если кто забыл, чтобы напомнить, как после откупаться. Это нормально, это очищение. Да, все, спасибо, Ян. Дальше. У нас плакучий бес. Значит, находим плакучий бес. Готовимся. Шесть свечей. Но мы пока с вами 3 проведем, посмотрим, как будем себя чувствовать. Потом уже дальше продолжим. Банка с водой. Но зато обновленные войдете в 2020 год. Берем банку с водой. Насыпаем сюда соль. Ну, соль можно обычная, столовая. Ой. Ну ладно, это потом я очищу. Хрен с ним. Поскольку слезы человека соленые, поэтому в воде добавляется соль. Теперь послушайте, в чем смысл этой чистки. Я об этом уже говорила, вам объясняла. Дело в том, что есть такой момент, когда у человека внутри начинается борьба с собой, когда у человека внутренние тревоги, такие, знаете, панические атаки, когда у человека закрывается просто вот даже не жизненная дорога, а вот его сознание, он не знает, как поступить в этой жизни. То есть он потерян.
Говорят, что внутри него некая сущность поселилась, которая все время плачет, то есть все время недоволен судьбой, жизнью и внушает этому человеку недовольство собой и жизнью. Добрый вечер. И, естественно, это приводит не к хорошим последствиям, потому что у человека прогресс останавливается. Вот этого плакучего беса слезами выводят. У некоторых получается плакать, у некоторых нет. Это не обязательно, чтобы все прямо плакали, скажем так, и рыдали. Это совершенно не имеет такого прям обязательства, чтобы эффект был такой. Но главное, что он будет уходить. Он может уйти через пот, через слезы, через определенные эмоции, но он будет выходить из вашего сознания, то есть очистит ваш разум и даст вам возможность понять, ясно видеть жизнь, что вы хотите, куда вы двигаетесь, привлечет нужных людей. То есть вы не будете проходить мимо постоянно своих новых каких-то возможностей. Так, дальше пойдемте. Да, может и через пот. Это плакучий бес называется. Значит, берем и начинаем капать туда свечу. Свет можете выключать, можете не выключать. При выключенном свете лучше работает. Я сейчас включенные оставила, чтобы вы все видели, чем я занимаюсь. Добрый вечер. Поэтому не надо одно и то же спрашивать 500 раз. Я думаю, что можно догадаться и понять. Тем более, что эти все чистки не сегодня как бы вам даны. Это уже год с лишним они на канале. Начнем. Это ничего. День у вас или ночь можете делать. Начали. Значит, черный воск или обычный воск. Черный воск лучше действует. Он будет очень сильно просто, скажем так, свеча будет шипеть, кусаться. У некоторых может и фейерверк быть просто. Это нормально. Не обращайте внимания, просто читайте. Бес плакучий, ты влез в мои мысли, съедаешь мой разум, мое сердце, выпиваешь мою силу. Изыди, плакучий бес, всеми кривдами, страхами из разума моего, из сердца моего, из моей души, из мыслей моих. Злой дух, пришедший из ниоткуда, уйди в никуда. Капайте. Боль, отчаяние, страхи и переполохи. Вселитесь в воск. Через воск идите в воду. Вода в океан. А вы следом. Плакучий бес. Плачь, реви, рыдай, и меня навек покидай. Всю боль души тебе отдаю. Муки дарю тебе. Паскудная боль, покинь мою душу. Мрачная мысль, уберись с разума. Очищайся сердце, очищайся мысль. Боль уходит, рыдай, плакучий бес. Рыдай, волосы рви, бейся о камни. Муки души, суетные страсти, картины прошлого, страхи подсознания, причиненная боль, маята, суета, переполохи. Поедино собирайтесь и разом сгиньте. Через воду в огонь, через огонь в океан. Замок моим словам, сила моему разуму, радость моей душе, покой моему сердцу, истинно заклято. Значит так, некоторые спрашивают, а не опечатка ли через огонь в океан? Вот сегодня как раз есть такой момент, пользуясь случаем, вам объясняю. Когда подобную сущность изгоняешь, нужно в конце говорить такой ключ, который его запутает. То есть не через воду в океан, а через огонь в океан. То есть это последняя концовка путает
эту сущность, чтобы оно не поняло, через что он куда попал. Он привык, что через воду в океан попадает, а он через огонь попал. Понимаете? Так что у меня нет ошибок или опечаток, или вот, может, я запуталась. Нет, дорогие друзья, если я что-то такое отдаю людям, вы просто берете и делаете молча, доверяясь мне, потому что я в этом специалист, в отличие от многих других. Следующую начали. Кто опоздал, можете посмотреть, какие чистки должны быть. Прямой эфир до этого. Если эти не успели, подготовьтесь к другим. У нас еще впереди 4, то есть 2 чистки. Кто опоздал, сделайте следующее. Сколько можно одно и то же говорить? Как двоечники вот опаздывают и стоят в дверях. Ой, я вот опоздал. Опоздали, ваша проблема. Что я могу? Я даже специально подождала минут 20, чтобы все успели. Начинаем. Следующая свеча. Нормально тухнет. Зажигайте еще раз. Она же так легко и просто не хочет вас покинуть. Она же вас жрет, ваш разум. И за счет этого живет. Читаем. Бесплакучий. Ты влез в мои мысли. Съедаешь мой разум. Мое сердце, выпиваешь мою силу. Изыди, плакучий бес. Всеми кривдами, страхами из разума моего, из сердца моего, из моей души, из мыслей моих, злой дух, пришедший из ниоткуда, уйди в никуда. Боль, отчаяние, страхи и переполохи, вселитесь в воск. Через воск идите в воду, вода в океан, а вы следом. Плакучий бес, плачь, реви, рыдай, и меня навек покидай. Всю боль души тебе отдаю. Все муки дарю тебе. Паскудная боль, покинь мою душу. Мрачная мысль, уберись с разума. Очищайся сердце, очищайся мысль. Боль уходит. Рыдай, плакучий бес. Рыдай, волосы рви, бейся об камни. Муки души, суетные страсти, картины прошлого, страхи подсознания, причиненная боль, маята, суета, переполохи, воедино соберитесь и разом сгиньте. Через воду в огонь, через огонь в океан, замок моим словам, сила моему разуму, радость моей душе, покой моему сердцу, истинно заклято. Я сказала русским языком. Если свеча тухнет, зажигаем, читаем дальше. Аж укусила напоследок, сука такая. Фу. Вы не представляете, тухлятиной воняет, жуть. Вот прям тухлятиной, вот тухлое яйцо, знаете, вот серой воняет, серной кислотой. Омерзительно это все, потому что когда он уходит действительно из мыслей, а у нас у всех со временем, у кого-то больше, у кого-то меньше, он собирается. И запах такой, как гниющего мяса. Фух. Что у меня тут получилось-то? Твою дивизию. Нет, вы видите, как мужчина на бревне сидит. Смотрите, даже шапка, как у Ленина. Вон, посмотрите, кепка. И рука вытянутая вперед. Мы другим путем пойдем, товарищи. Вот посмотрите. Вот ощущение, как вот дедушка Ленин с кепкой. Но у меня образное мышление очень сильно развито. Я сразу могу понять, что на что похоже. Вот посмотрите, вот сейчас вот покажу. Вот кепка, рука вытянутая, и как будто сидит на бревне.
Да, Ленин меня сглазил. Следующее. Вот уже легче стало, между прочим. Вот ощущение, как будто вот через уши вытягивается что-то, как трубу вытаскивает с головы, потом резко становится легче. Скажите, легче. Конечно, мне тоже легче. Сапожник без сапог. Я всем помогаю, когда доходит очередь до меня, и думаю, ну ладно, я сегодня посплю, завтра потом сделаю. А завтра говорю, у меня еще дела, а послезавтра мне еще надо написать, через 2 дня еще надо ехать что-то забрать. И вот так и сижу, понимаете? А поскольку я, да, поскольку с вами вместе это выходит, так что у меня тоже, ну, я не скажу, что у меня так, как у вас, поскольку у меня другая все-таки реакция на все эти вещи. Но в любом случае ненависть-то есть ко мне. Ой, как есть, однако, да? Как там Коровьев сказал, а бывает и наоборот. Ой, как бывает. И третье, давайте 3 раза сделаем достаточно. Потому что сейчас больше силы, поэтому 3 раза вполне достаточно, чтобы мы тем более успеем все это провести. Начнем, господа. Зажигаем. Начинаем опять капать. Без плакучий. Ты влез в мои мысли. Съедаешь мой разум, мое сердце. Выпиваешь мою силу. Изыди, плакучий бес, всеми кривдами, страхами, из разума моего, из сердца моего, из моей души, из мыслей моих. Злой дух, пришедший из ниоткуда, уйди в никуда. Боль, отчаяние, страхи и переполохи. Вселитесь в воск. Через воск идите в воду. Вода в океан. А вы следом. Плакучий бес, плачь, реви, рыдай, и меня навек покидай. Всю боль души тебе отдаю. Все муки дарю тебе. Паскудная боль, покинь мою душу. Мрачная мысль, уберись с разума. Очищайся сердце, очищайся мысль. Боль уходит. Рыдай, плакучий бес, рыдай. Волосы рви, бейся об камни. Муки души, суетные страсти, картины прошлого, страхи подсознания, причиненная боль, маята, суета, переполохи. Воедино собирайтесь и разом сгиньте. Через воду в огонь, через огонь в океан. Замок моим словам, сила моему разуму, радость моей душе, покой моему сердцу. Истинно, заклято. Все. Теперь закрывайте. Где у меня банкой? Значит, воск вытащите потом, положите в черный отрез ткани и с 3 пятаками туда завяжете. Если пятаков нету, возьмите любые другие монеты, желательно пятаки. Да, все пенсионеры тут, все бедные люди. Воду выливайте со словами «унеси с собой всю скверну в море смой». А банку не использовать больше, банку выкинуть в мусорку. Но вы можете найти всю инструкцию, там почитать. Сейчас не будем тратить на это время. Все, это убираем. Испачкала все тут. Ну ладно, ничего страшного, потом почищу. Да, будет гореть, если она не очень хочет уйти, то свеча гореть может вполне. Так, дальше с вами делаем. Спасительная чистка на дым.
Я надеюсь, все подготовили фимиам. Это нормально, Валентина, это очищается. Вы никогда не бойтесь слез. Слезы это замечательная вещь. Если человек имеет особенность плакать, он дольше живет, между прочим. Он может передать это все через слезы, вытаскивать из себя. Я отвечу позже, у меня прямой эфир. Там девушка просила, ну. Так, значит, спасительная чистка на дым. Готовимся. Берем. Вот самое удобное это фимиам. Вы знаете, что я заметила? Что во всех этих магазинах магии начали привозить то, что нужно для моего ритуала. Вот раньше не было таких вещей, а сейчас смотрю, и трава есть. Ну, я уже вообще молчу про алтарные статуи. Они все привозят, все, которые у меня есть в ритуалах, да, особенно для всех людей. Все есть. Свечи разных мастей и прочее, прочее. То есть можно сказать, что отчасти я их продвинула вперед, потому что люди-то начали искать все. Ну, как говорят, есть спрос, есть предложение. Конечно, я не против, я ничего не говорю. Пускай правильно все это нужно. Но я к тому, что народ-то, да, ну, заряжены деньги на секс, да, это, конечно, очень интересно. Деньги в виде членов. Ой, господи, свечи, тьфу ты. Свечи в виде члена. Причем, знаете, так интересно, не просто там это самое, женщина, которая со всего там маху прям обняла и прижалась. Я думаю, ну а ведь по сути это так и есть. Вот эти вот, которые помогите Васю вернуть. И она же ж прям вот со всей силой там прям как обняла. Можете набрать просто свечи Лилит и увидите разных цветов радуги. Ой, красота. Да. Ну, мастера сейчас очень искусные, такие замечательные мастера, и они на самом деле делают как надо. Правильно делают-то. То есть образно изображают, что на самом деле это действие означает. Сейчас, секунду, я напишу, чтобы не забыть. Я сегодня поехала, кое-что забрала, очень красивую вещь, показала друзьям, но я чуть позже сниму, сейчас не до этого. Там такая красота, ну вообще не описать словами, конечно. Но я покажу. Не сейчас, чуть позже, товарищи. Так, спасительная чистка на дым. Фимиам берем. Просто я к тому, что фимиам начали возить. Раньше не было фимиама, нигде не найти, а сейчас есть, можно найти. Это издревле еще со времен Халдейского царства, Вавилонского царства, потом Византия, потом ну, до этого еще Римская империя, фимиам. Или фимиам, или фамиам, так по-разному называют. Знаете, я вам сейчас объясню. Что это такое? Это прессованное благовоние. То есть это может быть дерево, кедр, и это может быть можжевельник, что угодно. Прессованные благовония, да, можно и аромалампочку, если там идет такой дым. Но лучше всего делать фимиам или ароматные палочки. Палочки были известны в Китае. Это больше с Китая идет. А фимиам именно, да, прессованная такая. Разные есть, разные. Ну так очищается жало. Так что это нормально. Начнем. Так, поставьте сюда. Значит, да, нам еще нужно черного. Так. Напомните мне потом, не забыть о черной зависти у нас следующее, да.
Я уже сказала 500 раз, что если свеча гаснет, нужно его зажигать и дальше продолжать. Ну что это за Туркестан, реально? Начали. Представляете, сколько народу из разных стран, да? Вот интернет, вот время, 21 век. Какая возможность? Люди из разных стран сидят, переписываются, сидят, объясняются там между собой, общаются. Это же чудо вообще чудесное на самом деле. Вот мы дошли до этого, мы должны это оценить и пользоваться по полной программе, по полной мере вот этим чудом интернета, который нам создали, дали в руки. Когда мы, помните, переговоры давали, чтобы с родными разговаривать, шли туда 2 минуты, кричали, они кричали, мы кричали, ни хрена не поняли, но деньги дали и пошли. Вот и наша советская почта. Алле, на всю почту орали, и там не слышно, и тут не слышно. За что заплатили, непонятно. А чтобы просто голос услышать, что живы, живы-здоровы. Вот и все. Нет, насчет козы не знаю, но помню, когда женщина мужу заказывала лифчик и орала на всю почту про свой 4 размер. И там мужики чуть слюной не захлебнулись, сидели все. 4, твою мать, 4, да, да. Весь район услышал ее размер. Зато было не скучно. Я вот до сих пор помню. Я еще всю дорогу бабушку спрашиваю, я говорю, а что такое лифчик? А почему 4, а не 1? Первый же это главнее. А почему 4? И она мне всю дорогу орала на меня. Коммунистка. Нельзя же объяснить по-человечески. Вот так надо, положено, замолчи. Вот так вот. Вот зато реально было веселее вообще, весело было. Сейчас все есть, уже интереса к жизни нету. А тогда вообще было весело. У меня сестра на утро открыла после Нового года. Ну, Дед Мороз же ждали, там он все время в этих пакетах что-то приносил нам, яблоки. И этот Дед Мороз вечно какие-то одни и те же мандарины, которые у нас на столе. Все время этот Дед Мороз почему-то одинаковый нам приносил. У меня сестра открывает, смотрит опять эти мандарины, которые у нас дома есть, конфеты те же самые, говорит, этот жадный старый урод опять то же самое принес. Ой. Вот. Прям с такой злостью сказала. Жадный старый урод. Все, отвлеклись, легче стало. Продолжим с вами, товарищи. Так, все, это уже можно потушить. Вот как дошло сюда, можете потушить. Ну, каким-то образом, как хотите. Ну, у меня гасилка есть, сейчас я гасилкой и потушу. Так, секунду. Все. Да. Дым. Сейчас мы с вами прочитаем немножечко по-другому, не как принято. Обычно 8 монет нужно по кругу разложить и поворачиваться на все стороны света и прочитать 8 раз. То есть 4 раза вот так повернуться, потом опять 4 раза. Вот монеты разложите вот так вот в круг. Да. А теперь те же самые люди, которые в детстве поздравляли друг друга, стреляют друг в друга с разных границ. Представляете, до чего мы дожили? Потому что бездарные политики, потому что уже нет политики примирения. Правильно я посчитал? Погодите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да. А то думаю, что-то маловато будет. Нормально. Нужно в круг. Я здесь вот так разложу, потому что так лучше видно. Сделайте в круг. Да, это страшно, Роман. Ну, сейчас они, если раньше мирили народы, сейчас у них политика такая,
разделяй и властвуй. Вот у нас все классики, все великие люди за Кавказе вечно выступали как миротворцы. И тот же Аванес Туманян, чей фильм вы увидели, «Гикор», он всегда мирил армян, мирил азербайджанцев, грузин. Все время, он все время выступал с этим белым флагом, и его грузины называли Бидза Аванес, что означает дядя Аванес. Вот, и азербайджанцы его называли уважительно. Это были люди, миротворцы, понимаете, которые все время напоминали людям, что у всех есть семьи, у всех есть дети. Не надо вот это вот, потому что начинается, когда агрессия внутри людей, они про все забывают. Это потом проходит это состояние злобы, вот агрессии, и они осознают, что они натворили. Но в этот момент у них такая злость, такая ненависть друг к другу, что они готовы убить, невзирая на то, что когда-то были одноклассники. Это страшно. Ладно, не будем сейчас о плохом. Перейдем к хорошему. Все готовы? Если все готовы, то начнем. Ну, виснет и виснет, задолбали уже, виснет, господи. Когда прямой эфир, он виснет, это так вот. Особенно сейчас, когда праздники. Начинаем. Читать мы с вами будем 4 раза. Этого достаточно. Именем врат вечности и бесконечного хаоса, именем 4 сторон: юга, запада, востока и севера, земли и воды, печатью солнца и печатью луны, первым криком младенца и последним вздохом умирающего, именем светлых легионов и черных когорт, именем богов верхнего и нижнего мира, именем сил рассоздания и бессмертных демонов и чашей вселенских весов заклинаю уйти, как дым, всем злым заклятием и проклятием и черным меткам с глазу и зависти, неудачам на дорогах моих, уйти, как уходит дым, уйти, раствориться, как уходит неудержимо дым во вселенную, пропасть навечно. Как уходит дым, и тем, кто удерживает это заклятие и черное проклятие возле меня. Уйди, как дым уходит неудержимо, пропади, как дым уходит неудержимо, освободи меня, да будет так, заклинаю, истинно. Продолжим. Именем врат вечности и бесконечного хаоса, именем 4 сторон: юга, запада, востока и севера, земли и воды, печатью солнца и печатью луны, первым криком младенца и последним вздохом умирающего, именем светлых легионов и черных когорт, именем богов верхнего и нижнего мира, именем сил рассоздания и бессмертных демонов и чашей вселенских весов заклинаю уйти, как дым, всем злым заклятием и проклятием, и черным меткам, и с глазу, и зависти, неудачам на дорогах моих. Уйти, как уходит дым, уйти, раствориться, как уходит неудержимо дым во вселенную. Пропасть навечно, как уходит дым, и тем, кто удерживает это заклятие и черные проклятия возле меня. Уйди, как дым уходит неудержимо, пропади, как дым уходит неудержимо, освободи меня, да будет так, заклинаю, истинно. Вы когда-нибудь замечали настолько сильные слова у моих работ? Когда-нибудь глубину слов моих заклинаний замечали? Что это вам не хухры-мухни, эту свечу зажигайте этой свечой, понимаете? Это не вам кошка бегает за собаками.
Я надеюсь, вы когда-нибудь замечали, насколько глубинные, сильные слова, сила слова существует. Не просто там взять и сказать, пускай будут деньги, счастье, здоровье, машины, квартиры, давайте, Господи, рабам своим авторитетные авторитеты. Нет, глубина слова, а не просто лишь бы что-нибудь сказать. Счастье, здоровье, всего хорошего, чтобы было, и чтобы все было хорошо и весело, и чтобы все танцевали. Вот поэтому и работает. Сила слова есть, поэтому и работает. Продолжим. Еще раз. Я извиняюсь, принесу я зарядку. Мне кажется, не хватит. Я сейчас... Так. Может быть, у кого-то будет впечатление, что я очень легко и просто дарю, и вы очень сильно ошибаетесь. Были такие работы, которые я хотела подарить миру, но отложила в сторону, испугавшись. Потому что поняла, что я, наверное, перегну палку, если я такие вещи подарю простым людям. Да даже практикам не решилась подарить. Вы ж не думайте, что это так легко и просто. Это нужно очень много сильно себя перебороть, чтобы дать людям. Я за это ответственность несу, понимаете? Есть более сильные вещи, которые я боюсь, я опасаюсь за себя, за своего сына. Очень сильные вещи есть. Давайте в следующий раз. Сжимает это нормально. Сейчас будет отпускать. Продолжаем с вами. Именем врат вечности и бесконечного хаоса. Именем 4 сторон. Юга, запада, востока и севера. Земли и воды. Печатью солнца и печатью луны. Первым криком младенца и последним вздохом умирающего. Именем светлых легионов и черных когорт. Именем богов верхнего и нижнего мира. Именем сил рассоздания и бессмертных демонов. И чаши вселенских весов заклинаю. Уйти, как дым, всем злым заклятием и проклятием и черным меткам, с глазу и зависти неудачам на дорогах моих. Уйти, как уходит дым. Уйти, раствориться, как уходит неудержимо дым во вселенную. Пропасть навечно, как уходит дым. И тем, кто удерживает это заклятие, черные проклятия возле меня. Уйди, как дым уходит неудержимо, пропади, как дым уходит неудержимо. Освободи меня, да будет так. Заклинаю, истинно. Вот последний читаешь, уже нехорошо. Фух. И последний сейчас почитаем с вами. Шатает сильно. Я уже сказала 500 раз, я не буду повторять, как мы говорим и чего мы говорим. Все. Извольте перед началом сеанса прочитать, посмотреть, и меня тут не отвлекать. Все. Именем врат вечности и бесконечности, бесконечного хаоса, именем 4 сторон юга, запада, востока и севера, земли и воды, печатью солнца и печатью луны, первым криком младенца и последним вздохом умирающего, именем светлых легионов и черных когорт, именем богов верхнего и нижнего мира, именем сил рассоздания бессмертных демонов и чашей вселенских весов заклинаю. Уйти, как дым, всем злым заклятием и проклятием, и черным меткам, с глазу и зависти, неудачам на дорогах моих. Уйти, как уходит дым. Уйти, раствориться, как уходит неудержимо дым во вселенную. Пропасть навечно, как уходит дым.
И тем, кто удерживает это заклятие, черное проклятие возле меня. Уйди, как дым уходит неудержимо. Пропади, как дым уходит неудержимо. Освободи меня. Да будет так. Заклинаю. Истина. Фу, голова закружилась. Все, трындец. Видите? Так. Все. Дышите глубоко. Это отодвигаем в сторону. 8 монет. Вместе с этим тленом, все, что тут догорит, относите потом под дерево. За все эти ритуалы откупитесь. Можно под одно дерево сразу. Перейдем к следующему. Достали картон. Желательно. Не обязательно, но желательно. Я подготовила, потому что, я вам еще раз говорю, пачкает стол. Жутко пачкает. А меня не должно быть видно. Так. Господа, вы камни достали, а я сделаю с костью. Потому что колдуны делали с костью. Человеку обычному лучше с камнем. Так. Ну вот и отлично, пусть делает. Мужчины видят результат, потом делают. Мужчин просто так не потащишь там, не заставишь. Они-то просто так не сделают. Теперь рисуйте глаз. Не обязательно, чтобы нарисовали, как Айвазовский. Достаточно, чтобы он был похож на глаз. Я делаю на кости животного. Да, мужчины более расчетливы. Если у кого-то нарисован глаз, прекрасно. У кого не нарисован, делайте. Вот после этих чисток у ваших недоброжелателей начнутся очень сильные проблемы. Особенно после вот этой. Нет, со стеклом нельзя. Что значит со стеклом? Это должен быть либо камень, либо кость. Но кость вам не надо, вам нужен камень. Нарисовали очень хорошо. Значит, ждите, пока я нарисую. Можно и в записи, это не имеет значения. Там, Дмитрий, отдельно же тоже есть этот ритуал. Он и так сильный. Просто когда много народу проводит. Сейчас заметили, у вас холодок пошел по всему телу. Зачем нефрит, если нужно делать на обычный камень? На полудрагоценные камни не стоит делать такой ритуал. Это должен быть обычный камень. Эффект будет не тот. Да, глаза недорого. Конечно, станет свежо. Столько груза на весь год скинуто. Ну, в общем, не знаю, как получилось, но ладно уж. Я не Леонардо да Винчи, так что ко мне никаких претензий. Я даже не Микеланджело. Де Буонаротти де Леонардо. Нормальный глаз. Нормальный на глаз. Как там некоторые говорят. Нормальный на глаз на. Главное, чтобы враги на побежали. Остальное ерунда. Все. Да. Как сказал Миша, нормальный на пойдет на. Продолжаем на. Вот. Помните, я из такого народа. Я из такого народа. Алина Карповна, спокойно. Да, я женщина из народа. Так. Да, может, и на фигу похоже. Можно было немножко пьяненьким сделать глаза косые, но ничего, такой тоже пойдет. Без юмора никак нельзя. Итак, все готовы?
А, Наташка, она мне не враг. Кто она такая? Господи, шавка обычная, Наташка. Ну, это про ту, которую в моих бриллиантах бижутерию видела. Господи, она разве мне враг? Кто она такая вообще? Какое-то несчастное существо. Женщине 40 лет сидит, там тявкнет про меня, тут тявкнет. Разве она мне враг? Если бы все мои враги были как Наташка, у меня был бы рай земной. Если они мои враги, то я согласна. Пускай такие у меня будут враги. Потому что такие враги, они никогда в жизни мне никогда ничего не сделают. Никогда. Понимаете? Бояться можно того врага, который умнее тебя, хитрее тебя, сильнее тебя, лучше тебя. Вот это враг, я понимаю. С ним надо сражаться. Знаете, достойный враг. А если вот это вот шушера, алкашня должны быть моими врагами, я не против. Там какой-то беззубый алкаш, какая-то Наташка бегает туда-сюда, какая-то там свиноматка орет с горшками в руках, всю жизнь санитаркой проработала. Если это есть мои враги, то я просто счастлива. Пусть у всех вот такие будут враги, тогда ни у кого ничего плохого не случится. Итак, так что, дорогие друзья, у меня нет врагов. Кто, знаете, мне может быть врагом только тот, кто мне ровня. А кто мне ровня, тот моим другом становится. Вот и все. Чего? Не знаю, это просьба, если можно... Подожди, Яныч, я не поняла, про кого надо было рассказать-то? Чего он хотел, этот наш товарищ Гарник или Гарик? Все, начали. Если, еще раз повторяю, зимой у вас нет водного пространства, если везде, значит, лед, земля мерзлая, либо его нужно кинуть в воду, либо закопать. Если ни то, ни второе не получается у вас, значит, оставляйте под дерево. Но простительно только в то время, Яна, что случилось? Беспощадно блокируешь. Выпусти это у нас. Лариса это просто, наверное, что-то хотела спросить. Я даже не успела посмотреть. Так вот, если только это простительно и принимается зимний период. А, удалила? Ну и отлично. Только в зимний период. Потому что в зимний период природа готова принимать такое. Но в летний период она не примется. В летний период вам придется кинуть либо, значит, стоячую воду. Нет, в огороде вашем нельзя. Это должно уйти из вашей семьи. А вы в свою семью хотите его привести, еще и в огороде. Хорошо, хоть возле дверей не закопали. Нет. Да. Черный из глаз убираешь из семьи, а потом приносишь в огороде, закапываешь, чтобы поближе было. Значит, относите, стоячая вода должна быть, пруд, озеро, море. Объясняю почему. Потому что река – это жизнь. Жизнь. Понимаете? Лучше стоячая вода. Или закопать. Господи. А океан протекает или стоячая? Вы это географию учили? Океан, он какая вода это океан вообще? Океан стоит, океан никуда не протекает. Значит, океан можно. Зимнее время, еще раз повторюсь, если везде морозно, везде земля мерзлая и вода мерзлая, то принимается, можно, значит, положить под дерево, 13 монет откупиться. В летнее время нельзя, природа это не примет. Теперь дошло, товарищи? Все, начали. Вместо утонул, когда кинете, можете сказать: оставляю здесь черный глаз да зависть. Понимаете? Вот, только вот это слово поменяйте. Зажигаем свечу. Будет запись, будет. Начинаем капать. Будет очень сильный такой огонь, жуткий, агрессивный.
осторожно, чтобы не капать на материю. Вот сюда. Начинаем читать. Оля якши, и черт-рыцарь придет, покружит, на алтарь сядет, мне в подмогу поспешит к моему порогу. Черной ночью черный глаз колю, воск жгучий на глаз завистливо лью. Черная зависть, ненависть нет другов, соберись воедино, лейся через воск на камень, алатырь. Под камень уйди, навек пропади. Ой, я черная зависть, ой, я людское зло, сгорело, сгорело и обратно пошло. Лопни черный глаз, злобный, и сохни, завистник, зачахни и сдохни, злой ненавистник. Черной ночью воск плачет, восковой слезой зависть черная чахнет и сохнет, а зависнет и сдохнет. Иди воском. Сбиваюсь, потому что слежу за огнем. Я сейчас докапаю, я вам просто прочитаю, а потом сама сделаю. Иди воском и сжарься огнем, иди под камень, алатырь. Сам клянись черный глаз, вот тебе мой наказ. Кто завидует мне, тот в гроб ложись, доли лишись, и сохни, и сдохни, по миру пустись, меня не коснись. Сгори черная зависть. Кто тебя послал, тот тебя обратно к себе прибрал. Изо рта твоего вышло, да тебе же вдышло. Ненависть обратно отправься, чернота к пославшему направляйся. Иди, иди на камень сойди, под камнем навеки пропади. Верни стрелой обратно, вернись им бедой во 100-кратно. Оля якши, черт-рыцарь, вот тебе мешок. В мешке черный глаз спрятан. Забери, да пославшему обратно отдай. Навеки им передай. Да 100 раз сверху добавь. А меня от зависти, от черного глаза избавь. Да будет так, да будет так, да будет так. Заклято, заклято, заклято. Навеки заклято, истинно. Опять. Я немного покапаю, а потом остановлюсь и дочитаю, чтобы не отвлекаться. Начали. Оля якши, черт-рыцарь придет, покружит, на алтарь сядет, мне в подмогу поспешит к моему порогу. Черной ночью черный глаз колю, воск жгучий на глаз завистливо лью. Черная зависть, ненависть недругов, соберись воедино, лейся через воск на камень, алатырь. Под камень уйди, навек пропади. Ой, я черная зависть, ой, я людское зло. Сгорело, сгорело и обратно пошло. Лопни глаз злобный, и сохни завистник. Зачахни и сдохни, злой ненавистник. Черной ночью воск плачет восковой слезой. Зависть черная чахнет и сохнет, а завистник и сдохнет. Иди воском и жарься огнем, иди под камень, алатырь. Сам кнись черный глаз, вот тебе мой наказ. Как завидует, кто завидует мне, тот в гроб ложись, доли лишись, и сохни, и сдохни, по миру пустись, меня не коснись. Сгори черная зависть, кто тебя послал, тот тебя обратно к себе прибрал. Изо рта твоего вышло, да тебе же вдышло. Ненависть обратно отправься, чернота к пославшему направляйся. Иди, иди на камень сойди, под камнем навеки пропади. Верни стрелой обратно. Вернись им бедой во 100-кратно. Оля якши, черт-рыцарь, вот тебе мешок, в мешке черный глаз спрятан. Забери, да пославшему обратно отдай. Навеки им передай, да 100 раз сверху добавь. А меня от зависти, от черного глаза избавь. Да будет так, да будет так, да будет так, заклято.
Заклято, заклято, навеки заклято, истинно. Пойдемте далее. Так. И третий раз. Той же свечой сделаю, и остальное потом. Зажигайте свечу. Капайте на глаз, на камень. Сейчас остановлю и буду читать, чтобы не сбиваться. Продолжаем. Оля Якши и черт-рыцарь. Некоторые из книг читаю, некоторые не нашла. Сапожник без сапог. Оля Якши и черт-рыцарь придет, покружит. На алтарь сядет, мне в подмогу поспешит к моему порогу. Черной ночью черный глаз колю. Воск жгучий на глаз завистливо лью. Черная зависть, ненависть недругов, соберись воедино. Лейся через воск на камень, алатырь. Под камень уйти, навек пропади. Ой, я черная зависть, ой, я людское зло. Сгорело, сгорело и обратно пошло. Лопни глаз злобный, и сохни завистник. Зачахни и сдохни злой ненавистник. Черной ночью воск плачет восковой слезой. Зависть черная чахнет и сохнет, а зависнет и сдохнет. Иди воском и жарься огнем, иди под камень алатырь, сомкнись черный глаз, вот тебе мой наказ. Кто завидует мне, тот в гроб ложись, то ли доли лишись, и сохни, и сдохни. По миру пустись, меня не коснись. Сгори, черная зависть, кто тебя послал, тот тебя обратно к себе прибрал. Изо рта твоего вышла, да тебе же вдышла. Ненависть обратно отправься, чернота к пославшему направляйся, иди, иди на камень сойди, под камнем навеки пропади. Верни стрелой обратно, вернись им бедой во 100-кратно. Оля Якши и черт-рыцарь, вот тебе мешок, в мешке черный глаз спрятан. Забери, да пославшему обратно отдай, навеки им передай. Да 100 раз сверху добавь, а меня от зависти, от черного глаза избавь. Да будет так, да будет так, да будет так, заклято, 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 навеки заклято, истинно. Ой, аж как-то вот не очень стало, честно говоря. Значит, вот это все собираем. Как сказала, так оставляем. Ритуалы знаете, можете найти, там почитать более подробно, если хотите что-то там прояснить для себя. Еще раз. Да. Отличная чистка. Во, алкаши уже Новый год празднуют вовсю. Елки-палки, дайте хоть Новому году прийти. Сейчас придем в себя, а теперь чистка духов. Возможно, когда очищается, легче становится организму. Значит, у меня здесь могильник. Те травы, которые вы подготовили, эти травы сейчас в этом котельке или в какой емкости у вас там трава, достаем. Фух, мне аж нехорошо. Мы сегодня самые сильные выбрали с вами чистки.
Так что нормальное состояние. Так что, да, я сейчас торможу. У нас с вами сейчас смотрит 8 тысяч человек. Из них 3900 активные. Погодите, у меня же прям голова кружится. Значит так, самые ленивые, которые не нашли траву, бегом идем, открываем холодильник и достаем лавровый лист. Лавровый лист можно сжечь. Правда, лавровый лист, получится у вас 70%. Достали бы эти травы, были бы еще сильнее. Идем и приносим целый пакет лаврового листа, начинаем сжигать и читать. Воду-то найдете вместе со свечой одной, надеюсь. Несколько можно. Теперь еще и, несколько. Я это про тех говорю, которые не соизволили достать. Да, лавр, он приятно пахнет, но лавр не так сильно будет работать, как могильник, полынь и прочие травы, которые я перечислила. Это зависит, понимаете, от травы. Чем сильнее трава, тем сильнее работа. Да... Нет, не можно одну траву, мать вашу, уже достали, блядь. Говоришь опять, а можно вот это и то? Сука, ну сколько можно говорить одно и то же? Здесь нужна энергия одной травы. Одной. Или это, или то, или то, или это. Туркестан. Яхши? Поняли? Да что такое? Ну, опять. А можно вот это еще и то? Трусы еще свои киньте туда. На всякий случай. Пускай горят синим пламенем. Ой. Так. Сейчас с вами проведем ритуал на языке духов. Почему ритуал на языке духов лучше получается и сильнее получается? Чистка называется незабудка. Увидишь, не забудешь. На языке духов лучше получается, во-первых, потому что это язык сил, потусторонних сущностей. Даже если это уже вымершие языки, на которых уже не разговаривают, в любом случае это языки, которые остались в этих информационных пластах. И поэтому особенно сильно получаются ритуалы на языке духов. Они совершенно отличаются друг от друга. Какой-то язык напоминает, например, латинский немного так напоминает. Какой-то язык напоминает другое, понимаете? Да, гадаю. На заднице маме твоей гадаю. Приведи ее. Я погадаю сейчас. Она мужик или баба? И они совершенно разные, потому что сущностей много, язык духов огромное количество, может, миллионы, понимаете? Но они все сильные. Сильные, потому что даются с потустороннего мира. Кто-то скажет, ну тогда, может, все ритуалы можно на языке духов. Они сами дают эти ритуалы. Это не просто сесть и написать на языке духов. Они приходят во сне, они приходят подсознательно. Сидишь, записываешь, и потом, оказывается, это очень сильные работы. Поэтому их не так уж много, чтобы они каждый день на русском языке, на грузинском языке, на армянском могу создать, на суахили. Это живые языки, на которых разговаривают люди. А язык духов – это совершенно другое. Понимаете? Не понимаешь, пошла вон отсюда, раз ты ничего не понимаешь. Иди в курятник обратно. Итак. Сейчас я одну дуру кину. Я буду скоро на лбу вам прям большими буквами просто писать.
Голосовые не отправляем, потому что у меня очень много голосовых, и поэтому она не открывается. Вот прям крупными буквами напишу вам на лбу, реально. Голосовые не отправляем, потому что у меня очень много голосовых не открывается. Не звоним без предупреждения. Что еще там написать крупными буквами? Мужей не возвращаю, крупными буквами написать. Яйца на двух ногах меня не интересует. Я на них время тратить не буду. Не понимаете или нет? Итак, значит, начинаем. Да, это, насколько я помню, 5-я чистка. Спичками лучше зажечь. Ну, как вам удобно. Траву. Зажигаем траву. Зажгите траву или лавровый лист, что у вас есть. Вода, свеча, трава. Сначала окуриваем некоторое время. Потом перейдем к действию. Я сказала, в течение 3 дней все это выносится и откупается. Лучше следующий день. Закапывать подальше от своего дома все это. Подальше, потому что вы это очищаете от своего дома, а не в свой дом тащите. Это будет для вас как подклад, чтобы по новой она действовала. Сгорает и хорошо. Пускай горит. Вот такие 5, 6, 7, 8 штук. Лавр больше используется для открытия дорог, потому что у нее энергия лавра. Можно открыть окно. Я сейчас даже вот так. Эти онлайн-чистки такую энергию с меня уносят, что это просто трындец. Словам не передать. Особенно эти интересующие вопросы всех. Ладно. Ой, товарищи. Господи, емкости нету теперь. Что будем делать? Уже все на все пошли, теперь емкости нет. Емкости, может, тоже мне отправить надо по почте. Ой, если бы я была просто одна, так это такие вопросы, что аж волосы дыбом во всех местах. Особенно на ногах. Так. Да. Полынь напоминает марихуану. Все. Вот начинает гореть. Начинаем читать. За мной повторяйте. Сколько горит, столько и горит. Сколько горит, столько и достаточно. Повторяйте за мной. Свечу не надо. Когда надо, тогда скажу. Начали. О Венсура, Умайя, Хваза, Ми, Дия Инзама, Ми, Пеантур, Сиарону, Исмери, Кия, Дио,
осео, тами, о дае ленахо, амсели, гаето, ли осо гаето, ми, дио ми, та ио ми, вехраме, аве, авентур, мия, гаето, аше. Необычный язык, да? Не могу сказать, как я получила это все. И не надо вам знать. Вы только делайте, как я говорю. Будет ощущение, что колотит сердце, да. Руки начинают потеть, голова кружится. Начинает прям кружение. Вот пространство как оживает. И это оживает вашу жизненную энергию. Мы столько почистили, теперь мы оживляем свою жизненную энергию. Это можете делать потом. Яна, когда наберет текст, внизу поставит, вы можете часто делать этот ритуал. Это от злой энергии. Я потом отдельно сделаю, может быть, и отдельно, и так, и сяк. Еще раз. Что значит запись может ли действовать? Запись не действует, ничего не действует. Мы сами действуем, мы сами просим и получаем. Глупости не пишите. Это вам не Кашпировский через экран лечить. Опять начали. Повторяем за мной. Подождут, никуда не денутся. О вентуре. Умайя. Хвази. Ми. Dia, Inzama, Mi, Beantur, Searono, Ismeri, Kia, Tao, Iseo, Tami, Odaelenaho, Amsemi, Gaeto, Mi oso gaeto, mi dio, mi, ta io mi, vechrame, ave aventur, mia gaeto, аше. Еще раз читаем. О вентуре, умая, хваза, ми, dia, Inzama, mi, Veantur, Searono, Ismeri, Kio, Dao, Iseo, Tami, O Dae, Lenacho, Amseli, Gaeto, Mi oso Gaeto, Mi Dio, Mi ta io mi, Vechrame, Ava, Aventur, Mia Gaeto, Аше. Некоторые слова туда-сюда, но это, то есть буквы, это не имеет значения. Они и так произносятся. Пошел нахер со своим острохондрозом. Дальше. Это не имеет значения, как воспроизводится. Не это главное. Берете свечу, зажигайте. Левой рукой крутите против часовой стрелки, вокруг головы. Да, Аша есть и здесь. Аша все-таки, наверное, да будет так называется. Крутим свечу над головой против часовой стрелки. Вот. Часы вот так идут, а мы вот так.
крутим над головой. Будет ощущение, как будто вытаскивают оттуда трубу. И за мной повторяйте. О вентуре, умайя, хваза, ми, диа, инзама, ми, вентур, сеароно, исмери, кия, Dio Iseo, Tami, O Daelenajo, Amsemi Gaeto, Mi Oso Gaeto, Mi Dio, Mi, Ta Io Mi, Vechrama, Ave, Aventur, Mia Gaeto, Аше. Еще раз крутим. Осторожно, может плохо стать немножко. В глазах потемнеет. О вентуре, умайя, хваза, ми, диа инзама, ми, веантур, сеароно, исмери, кио, дао, исео, тами, о даэленахо, амсеми гаето, mi oso gaeto, mi dio, mi, ta io, mi, vechrame, ave, aventur, mia gaeto, аше. И последний раз. О вентуре умайя, хвазами, dia, inzama, mi, ventur, searono, ismeni, kio, dio, iseo, ta, mi, o daelenacho, amsemi, gaeto, mi, oso gaeto, mi, dio, mi, ta, io, mi, vechrame, ave, aventur, mia, gaeto, аше. Поставьте свечу на алтарь и пускай горит, догорает. Когда вынесете огарок свечей духом, нужно будет столько монет, сколько вам лет. Ох, меня аж уже шатает. Сейчас довершу. Берем воду. Начитайте на воду и мыть лицо. Больше ничего не надо делать. Фух. Готовы? Начали. Да, сколько полных лет? О вентуре, умайя, хваза, ми. Не пишите, делайте, сосредоточьтесь на работе. Потом напишите. Кумушки. Начали. О вентуре, умайя, хваза, ми. Dia inzama, mi. Veantur. Searono, ismeri, kio. Dio iseo, tami. O dae, lenacho. O semi, gaeto. Mi oso gaeto. Mi dio, mi. Ta io mi. Vechrame. Ave. Aventur. Mia gaeto аше. Все, один раз.
один раз читайте на воду, но по 3 раза читайте на траву. Спасительная чистка, там соли нету. Вы хоть смотрели, нет? Да, дурно. Теперь, дорогие друзья, да, сейчас у вас проснется зверский аппетит, захотите пить. Идите сначала помойте лицо вот этой водой. Просто умойте и не вытирайте. Оставьте как есть, она высохнет. Через минут 15 станет легче, легче и легче. И это все уйдет. Зато капитальная чистка. А дальше уже сами покажет, то есть напишите, что и как у вас получилось. Все, дорогие друзья, мне тоже хреново немного, я тоже пойду отойду. Потому что мне реально нехорошо. Ну, столько сразу, еще и это все нужно делать. Ничего страшного, терпимо. Главное, чтобы это все дало результат. Но он даст результат. Вместе с остатком травы и свечи, когда вынесете, монет столько, сколько вам лет. Все остальные ритуалы уже были, поэтому вы можете прекрасно это все. Да, умыться водой. Все остальные ритуалы были. Если что непонятно, с откупом можете прочитать. Все, я пошла, ужасно выжатая. Мне еще нужно снимать, кое-что показать. Всем удачи!